На похоронах этой женщины происходили странные вещи, но когда ее сын закричал, произошло нечто шокирующее. Наконец-то все стало происходить именно так, как предсказывала Скарлетт. Небо было идеальным, как на открытке, но оно начало меняться. В этот момент на гроб упали первые капли дождя. Внезапно небо потемнело, став серым, и дождь усилился. Люди побежали в укрытие и раскрыли зонтики. В этот момент несущий гроб поскользнулся и упал в канаву. Гроб выпал у них из рук, и мертвая женщина выкатилась из него. Толпа замерла. Все происходило в точности так, как предсказывала покойная. Возможно, им не стоило приходить на эти зловещие похороны, подумали они. Только в этот момент все поверили, что мертвая женщина действительно могла видеть будущее. Скарлетт было 8, когда ее родители заметили, что она изменилась. Все началось с того, что она предсказала погоду, но ее родители ничего об этом не подумали. Но когда Скарлетт предсказала, что соседка пострадает от укуса змеи, и все произошло именно так, как она описала, ее родители поняли, что здесь было нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Охваченные страхом родители затащили ее в комнату, и там на нее один за другим посыпались вопросы. «Как ты узнала об этом? Тебе кто-нибудь сказал?» Маленькая девочка только улыбнулась и сказала: «Я просто видела это». И вот однажды вечером во время ужина Скарлетт, указав на своего отца, сказала: «Однажды ты уйдешь и никогда не вернешься к нам». Воцарилось неловкое и гнетущее молчание, но никто не осмеливался его нарушить. 7 лет спустя все произошло именно так, как предсказывала девушка. Однажды утром, позавтракав, мужчина встал, вышел из дома, пообещав вернуться через час, но семья больше его не видела. Позже люди утверждали, что видели его с другой женщиной в соседней деревне. С тех пор Агата, мать Скарлетт, поверила в способности своей дочери, и, как любая любящая мать, она предупредила ее, чтобы та никому об этом не говорила. Но подросток по каким-то причинам, известным только ей, не последовала этому указанию. Она рассказывала людям о неминуемой гибели, которая их постигнет. Скарлетт на самом деле не была предсказательницей, по крайней мере, так она говорила тем, кто приходил в ярость, когда она не могла предсказать их будущее. У нее не было способности видеть будущее каждого. Просто иногда у нее внезапно начинала кружиться голова, и она видела, что позже произойдет с людьми. Это могли быть друзья, родственники и даже незнакомые люди. 3 года спустя Скарлетт, которой тогда было 18 лет, прославилась и заслужила прозвище «Пророчица». Многие люди начали штурмовать ее дом, прося предсказать их будущее. Но за какую-то долю секунды то, что казалось приятным и безопасным занятием, показало свою уродливую и темную сторону. Люди начали обвинять Скарлетт в постигшей их трагедии. Дело дошло до того, что жители деревни начали нападать на нее всякий раз, когда ее предсказания сбывались, и даже когда она не рассказывала им об их будущем. Итак, однажды глубокой ночью Агата разбудила Скарлетт и дрожащим голосом прошептала: «Мы больше не можем здесь оставаться. Мы уезжаем прямо сейчас». Агата долго планировала побег, так что все было подготовлено. Примерно в 5:30 утра такси, в котором ехали обе женщины, остановилось перед скромной двухкомнатной квартирой, и усталая сонная дочь вышла из машины. Как только они собрались войти в дом, у Скарлетт закружилась голова, и через несколько секунд она упала на землю. У нее начались конвульсии. Этого момента Скарлетт всегда боялась. Ей предстояло увидеть еще одно видение, но на этот раз она знала, что оно о ней самой. Несмотря на то, что она крепко зажмурила глаза, она видела все. Через несколько секунд Скарлетт успокоилась и села. Дрожащим голосом, который выдавал ее смелость, она сказала: «Мама, я все это видела». Согласно ее видению, ее мать несла гроб,
Ее еще нерожденный сын отсутствовал на похоронах, и во время процессии царил хаос. Она сказала своей матери, что скоро встретится со своим будущим мужем, но, к сожалению, они поженятся всего на 1 день. Видение Скарлетт разбило сердце ее матери, и ей захотелось что-нибудь с этим сделать, но она была беспомощна. 2 месяца спустя Скарлетт и ее мать возвращались домой с рынка, когда к ним подошел молодой человек по имени Франк, чтобы спросить дорогу. Как только Скарлетт увидела его, она похлопала маму по плечу с детской улыбкой на лице и сказала: «Это он, мой муж». С тех пор Скарлетт сказала себе, что не будет бороться с судьбой, и даже если они будут замужем всего 1 день, она выложится на все 100. После того, как Франк просто спросил дорогу, Скарлетт познакомилась с ним. Впоследствии у них завязались отношения, и хотя Скарлетт искренне любила Франка, она никогда не рассказывала ему о своих редких способностях. 3 месяца спустя Франк попросил Скарлетт выйти за него замуж, и она согласилась. В первую брачную ночь они заключили брак. Однако рано утром следующего дня Скарлетт сказала Франку, что им придется жить раздельно до конца своих дней. Мужчина не мог поверить своим ушам и попытался отговорить ее от этого, но когда она не сдвинулась с места, он ушел из ее жизни. В том месяце Скарлетт обнаружила, что беременна, и в положенный срок у нее родился сын Джейк. Когда мальчик подрос, Скарлетт сказала ему, что его отец умер, и она больше не разрешала ему ездить в город. И только когда Джейку исполнилось 18 лет, он должен был переехать в город для учебы в колледже. В тот день, когда Джейк выходил из дома, Скарлетт сказала ему, что она умрет раньше, чем он вернется, и что он не придет на ее похороны. Джейк уже начал думать, что его мать не в своем уме, и он никогда по-настоящему не верил в ее видение. Через 2 недели после ухода сына Скарлетт скончалась. Агата была опустошена, но почувствовала облегчение от того, что ее дочь наконец-то обрела покой и начала готовиться к похоронам. Вскоре настал день похорон. Стало известно, что Скарлетт предсказывала, что в день похорон будет хаос. Так много людей, даже из ее бывшей деревни, пришли посмотреть на все своими глазами. Во время шествия начался сильный дождь, и Агата, как и предсказывала Скарлетт, присоединилась к несущим гроб ее дочери. В этот момент люди, которые несли гроб, упали. Гроб открылся, и тело Скарлетт выпало из него. Но когда люди, которые несли гроб, попытались положить ее обратно, они услышали громкий голос. Все разом повернули головы и увидели бегущего к ним Джейка. Парень подбежал к матери и закричал: «Мне так жаль, что я ослушался тебя. Мне так жаль, что я ушел. Прости меня, мама». Сразу после того, как мальчик закричал, произошло нечто шокирующее. Дождь внезапно прекратился, и почти сразу же на небе появилось солнце. Как раз в этот момент носильщики смогли унести Скарлетт, и процессия продолжила свой путь в тишине. Никто не осмеливался задавать вопросы, хотя всем хотелось узнать, почему Джейк появился на похоронах, даже после того, как Скарлетт предсказала, что его не будет. На следующих выходных Джейк и его бабушка были дома и все еще горевали, когда услышали стук в дверь. Агата пошла открыть и не поверила своим глазам, когда увидела Франка. Джейк сразу понял, что это его отец. Видите ли, после похорон Скарлетт распространилась ее история и фотографии, и как только Франк увидел это, он бросился к своему сыну, о существовании которого даже не подозревал. Как раз в тот момент, когда отец и сын собирались обнять друг друга, Джейк упал, и у него, как и у его мамы, начались конвульсии. Агата точно знала, что происходит, поэтому, когда мальчик успокоился, она спросила: «Что ты видел?» Джейк немного поколебался, а потом сказал: «Ничего». Однако ходят слухи, что у него было видение о том, что однажды отец причинит ему вред, и именно поэтому Скарлетт никогда не хотела, чтобы Джейк встречался со своим отцом. У Джейка иногда случались обмороки, как у Скарлетт, но он никогда не рассказывал о своих видениях.
Все думали, что Джейк сбежит от отца, чтобы тот не причинил ему боль, но Джейк никогда не отходил от отца ни на шаг. В отличие от своей матери, Джейк решил бороться, а не убегать от своей судьбы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.